Американцы доигрались. Вся ложь, которую они генерировали, поддерживая цветные революции в других странах, обворачивается сейчас против США. Это происходит в прямом эфире, на наших глазах. Причем в жизнь воплощаются самые безумные фейки, которыми ранее пичкали свою аудиторию неположивые заокеанские СМИ. События в США развиваются настолько стремительно, что уже нет смысла делать материалы о том, какова география массовых беспорядков. Поэтому я изменю формат. Буду обращать внимание на то, какие именно пропагандистские штампы американских СМИ начали воплощаться в жизнь в самих США. Начну с самого жирного – ввода войск в охваченную протестами столицу. В Вашингтоне и округе Колумбия на фоне беспорядков введен комендантский час и задействована Нацгвардия, резерв армии США. Об этом сообщила столичный мэр Мюриэл Боузер в своем твиттере. Какая ирония. Напомню вам, что ложь о том, что назначенные Госдепом кровавые режимы якобы используют военных против граждан собственных стран, годами генерировались западными СМИ. Самые яркие примеры вы наверняка помните. Например, во время попытки цветного путча в Москве на Болотной российских кряклов запугивали чеченским спецназом. Якобы он уже приземлился в московских аэропортах и вот-вот начнет убивать людей с хорошими лицами. Цель лжи была очевидна – сплотить участников беспорядков против вымышленного могучего врага, который якобы все равно испугается и побежит перед грантоедами, возомнившими себя защитниками интересов народа. Киевских майданищих тоже пугали, что Путин вот-вот пришлет на помощь Януковичу клятый москальский спецназ. Да-да, это в первый раз было еще в 2004 году в ходе еще того оранжевого Майдана. Стоит ли говорить, что ровно ту же ложь повторяли и в 2014? Аналогично и в Гонконге. Все, без исключения серии массовых беспорядков на протяжении многих лет, сопровождались враньем о том, что Пекин уже вот-вот пришлет танки и устроит светлоликим, а ниже детям Тяньаньмэнь 2.0. Эту ложь каждый раз тиражировали западные СМИ и легион их прихлебателей, в том числе и российских. Все видео, которые использовались в качестве доказательства того, что Си Цзиньпинь вот-вот прикажет давить майданищих кряклов танками, были сняты в других местах. Но человеку, не знающему китайских реалий, трудно было понять, что это совершенно не те события, за которые их выдают лжецы. Цель, напомню, была все та же – удержать майданищих инфантилов на площади, куда их собрали заграничные спонсоры беспорядков. Тем веселее наблюдать, как вся упомянутая многолетняя ложь стала явью в самих США. Именно американские власти используют военных в городах прямо сейчас, включая столицу Соединенных Штатов. Ау, кряклики, что же вы не вспоминаете мем «Бомбить Воронеж»? Он ведь нынче как нельзя кстати, только звучать должен так – «Бомбить Миннеаполис». Именно с этого американского города начались беспорядки, и именно там ситуация остается наиболее неуправляемой. Напомню и о других фейках, запускаемых западными СМИ для внешнего употребления. Например, нам лгали, что во многих странах так называемые диктаторы якобы убивают мирных протестующих, которые просто они же дети. По факту именно это происходит в США. Там уже есть жертвы, помимо того чернокожего по фамилии Флойд, смерть которого была использована как детонатор массовых беспорядков. И протестующие отнюдь не мирные, как это было и на Украине, и в Сирии, и в китайском Гонконге, и много где еще. Нам лгали, что тоталитарные режимы приказывают стрелять в журналистов. Ку-ку, здравствуйте. Вот свежие примеры расстрелов сотрудников медиа демократическими силовиками. Американская журналистка канала NBC получила профессиональную травму, делая репортаж о протестах в Миннеаполисе. Резиновая пуля в глаз ей прилетела от полиции. Да, это вам не селфи в автозаке делать и о репрессиях в своих уютных бложиках вещать. Полиция Миннеаполиса ведет целенаправленную охоту на журналистов, которые освещают протесты в городе. Вслед за съемочными группами CNN, MSNBC, Vice и РИА Новости
Обстрелу резиновыми пулями подверглись корреспонденты CBS. Свобода слова, гарантированная первой поправкой Конституции США, имеет вариативную трактовку. Стреляют не только в журналистов, а просто в тех, кто имеет неосторожность снимать силовиков на камеру. Американский полицейский расстреливает резиновыми пулями парня с телефоном. Yeah, you. Oh, you motherfucker! I had a fucking cigarette. I had a fucking cigarette. I had a fucking cigarette, yo. Fuck, motherfucker! Shoot! Look at that, motherfucker! You fucking shot me, motherfucker! Ah, you motherfucker! Fucking bitch! Права человека? Не слышали. Полиция вообще не стесняется. Например, таранит протестующих, даже если они не нападают. Лос-Анджелес, штат Калифорния. Протестующие перекрыли дорогу полицейскому автомобилю. Тот их таранит, после чего разворачивается и дает дёру. Хотите, как в Америке, апашизики? Еще одна ложь, которую раздували западные СМИ совсем недавно, что Владимир Путин якобы прячется от эпидемии коронавируса в бункере. До этого аналогичное вранье распространяли о председателе КНР Си Цзиньпине. А вот реальность, сгенерированная колесом генадьбы. Агенты секретной службы в целях безопасности спрятали президента США Дональда Трампа в подземном бункере во время протестов у Белого дома в Вашингтоне. Об этом сообщает Нью-Йорк Таймс. Как сообщает издание, сотни протестующих американцев пришли к администрации президента. Они выкрикивали ругательства в адрес Трампа, а иногда бросали кирпичи и бутылки. В связи с этим было принято решение спрятать главу государства в подземном бункере, который использовался в прошлом при терактах. Ай-яй-яй. Что же это выходит? Президент США трус, боящийся они же детей? Ни Путин трус, ни Си, ни Ким Чен Ын или кто-либо другой из тех, о ком любят сочинять фейки совестливые СМИ, а именно Трамп – позорище. И так по всем пунктам, без исключений. Колесо генадьбы молотит, как авиапушка. Скорострельность зашкаливает. А наши сограждане постят в соцсетях ехидное. Куплю селфи в автозаках улыбающихся протестующих, задержанных в Миннеаполисе. Дорого. Чем окончится это безудержное вращение колеса генадьбы? Вот свежая версия от журналиста Виктора Мараховского. Сейчас, пока 30 крупных городов Америки чадят погромным дымом, а над планетой героически разносятся позывные первого частного, хотя сделанного по госзаказу и на казенные деньги космического корабля, мы можем попытаться представить, как взаимоотношения медийной и настоящей реальности на территории мирового экс-гегемона будут развиваться дальше. И есть версия, что примерно так дальше и будет. Фокус именно в том, что настоящего конца света не бывает, как и настоящего хэппи-энда. Апокалипсис – это не обязательно смертельно. Может быть, это всего лишь утрата мирового политического и экономического, а вероятно и силового лидерства. Это всего лишь погружение неудачливых частей страны в своего рода третий мир. По США сейчас бродит 40 миллионов безработных, и это, говорят, еще не предел, со всеми социальными последствиями. Это разлом общества и разделение страны на бедные постапокалиптические территории и богато изолированные островки, откуда будут запускать, быть может, еще более дизайнерские ракеты. Где-то целые города перейдут на соевую похлебку, а где-то будут снимать головокружительно совершенные блокбастеры с огромными бюджетами. То есть США, вероятно, развалятся на пачку отдельных государств, очень разных по уровню жизни. Что же весьма неплохой сценарий и закономерная расплата за всю ту ложь, кровь и прочее, что американцы несли планете с момента, когда пал СССР и вашингтонские элиты уверовали в конец истории. Конец истории, он как та палка о двух концах. И тех, кто возомнил себя всесильными, второй конец этой палки прямо сейчас безжалостно лупит по сусалам.